Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, хотела бы рассказать вам о нашем втором закрытом канале на Бусти. Для всех тех, кто не знает, слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать. Именно для этого существует второй закрытый канал на Бусти. И я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на Бусти уже с прошлого года. Друзья, вы помогаете нам становиться лучше. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Для всех тех, кому неудобен Бусти, есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Бусти, и подписка стоит также 299 рублей в месяц. Для всех тех, кому удобен телеграм-канал, пишите мне в личку. Моя личка указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Туда же в личку вы можете написать по вопросам личной консультации, обряда, или же обрядовой свечи, которую мы делаем из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами, личными раскладами и консультациями, а также по вопросам обучения на картах Таро пишите в личку. Обучение у меня есть индивидуальное, есть 2 готовых курса. Это курс «Безумной Луны» Патрика Валенса и курс «Триумф Луны» того же самого автора. Также в середине октября месяца выйдет новый курс по Райдеру Вейту. Для всех тех, кому неудобна эта колода, непонятна и кому она кажется пресной и скучной, для вас этот курс, друзья. Переходите в личку для того, чтобы забронировать места на этот курс. Ставьте лайки, жмите на колокольчик для того, чтобы всегда быть в курсе событий на канале Энергия Таро. Ну а мы с вами начинаем. И сегодня с нами карты Таро «Темный особняк». Здравствуйте, карты. А поговорим мы с вами о деле об отравлении детей в Красноярском крае. 22 сентября село Красная Сопка Красноярского края всколыхнула новость о госпитализации всей семьи, проживающей в этом поселке, и гибели 4 детей в этой семье. Казалось бы, роковой случай, отравление вызвали пельмени, купленные накануне матерью семейства, или же главным обвиняемым все-таки является отец, распыливший слишком большое количество средств от насекомых, вполне себе вероятно попавшего на еду и постель детей. Но что на самом деле случилось, узнаем прямо сейчас на картах Таро. И первый вопрос будет звучать так. Карты, скажите нам, пожалуйста, чем в действительности отравилась семья из села Красная Сопка Красноярского края 22 сентября 2024 года? Она действительно отравилась пельменями. Это было отравление курицей, которая была куплена в том же магазине накануне. Возможно, семья из села Красная Сопка 22 сентября 2024 года отравилась аэрозолем, дихлофосом, который распылил отец, как следует не проветрив помещение. Это был дихлофос. Или же семья перепутала приправу с пестицидами против насекомых и съела их вместе с едой. Это тоже была версия Следственного комитета. А возможно, отравление вызвало нечто другое. Что именно? Отравление вызвало нечто другое, что я сейчас не озвучила. Итак, давайте рассматривать версии. Самая популярная версия — это, конечно, пельмени и дихлофос. Действительно ли отравление было вызвано пельменями? Карта башни. Карта башни как раз-таки может говорить о том, что действительно в продуктах что-то содержалось. Я не могу сказать, что это были точно пельмени, потому что 16-й аркан башня говорит о том, что начинать нужно с головы. Очень интересно, да, здесь мы с вами рассматриваем версии посторонние, которые связаны с едой. Вполне возможно, здесь имело место быть рукотворное событие, то есть криминальное. Да? Может быть, кто-то не взлюбил семью, или были у них враги свои, родственники, соседи, кто угодно мог отравить их. Но мы сейчас посмотрим по всем остальным картам. Карта башни — это нужно начинать с головы, нужно начинать с главного, либо с головы семейства, либо с чего-то совершенно другого, на что Следственный комитет и полиция не обратили внимания. Карта башни говорит, да, что действительно, вполне возможно, яд содержался в еде, но что это были пельмени, не факт, друзья. Однако карта башни нам указывает, что с пельменями действительно было что-то не так. Вполне возможно, были просроченные пельмени, но тем не менее не может быть такого, чтобы 4 человека сразу, 4 ребенка сразу, да, погибли друг за другом. Вполне возможно, да, у кого-то может организм не выдержать, у кого-то выдержать, но это странная ситуация, просто странное событие. И карта башня всегда указывает, когда мы рассматриваем какое-то преступление или отравление, всегда указывает на криминал. То, что начинать нужно с дома или начинать нужно с головы дома. Были ли это пельмени? Нет, далеко не факт. Да, то, что действительно в еде содержался яд, это факт. Была ли это курица? Королева жезлов, карта младшего аркана, мы ее не рассматриваем. Нет, это не курица, друзья. Был ли это дихлофос, который распылял отец?
по всему дому. Семерка кубков. Семерка кубков – карта заблуждения, фантазии, нафантазировать, обмануть, иллюзия выбора. Нет, это был не дихлофос. Семерка кубков говорит о чувствах, о эмоциях, говорит о том, что вполне возможно отец не смог бы так поступить, потому что очень любил своих детей. Да? И семерка кубков – это заблуждение, фантазии или нафантазировали слишком. Вообще, сама как врач хочу сказать, да, то, что летучие пары у дихлофоса, когда вы распыляете их по всему дому, даже если они как-то вдруг нечаянно попали на еду и на постель, да, может это вызвать отравление, может вызвать ожог слизистой, если вы взяли пирожное, на которое попал, допустим, дихлофос, но тем не менее это не вызовет смерть даже у маленького ребенка, поэтому здесь очень все странно, друзья, и попахивает по карте башни именно криминалом. То, что это содержалось в еде, думаю, что это 100%, да. А отравление вызвали пестициды против насекомых, которые могли перепутать с солью или с любой другой приправой. Карта звезда. Карта звезда указывает на то, что это вполне могло содержаться либо в еде, либо в воде. Вот что-то наливали из кувшина, какая-то водичка, возможно, да, водичка, обычная питьевая, из-под крана, чай, может быть, это был, да, что-то содержалось в воде, или это был суп, может быть, да, бульон как раз-таки, да, пельмени, бульон. Вот что-то было в воде, не в самом мясе, не в самом тесте, возможно, а в воде. Мы же пельмени на воде варим, да, не знаю, как они там кушали, просто пельмешки кушали, да, или с бульоном, но что-то было в воде подмешано, да. Карта звезда еще может указывать на какие-то медицинские термины или какие-то таблетки. Хорошо, это было нечто другое, что я сейчас вообще не назвала. Карта повешенной. Да, мы ходим вокруг да около, однако самого главного не замечаем. Повешенный нам говорит о том, что информация закрыта. Обратите внимание, как висит повешенный. Четверка, перевернутая, да, перевернутая четверка, 4 человека погибло. Мистика, мистика. Интересно. Мы сейчас не будем рассматривать какие-то оккультные значения, тем не менее, я просто должна была это отметить. Карта повешенной говорит о том, что мы ходим вокруг да около и в целом понимаем причину всех этих событий, но немножечко не договариваем или чего-то не знаем. Карта повешенной говорит о жертвах, о том, что дети – это жертвы обстоятельств. Жертвы обстоятельств взрослых людей, потому что карта башни, еще раз повторюсь, указывает на криминал. И то, что это было в воде, что-то содержалось в воде, в бульоне, пельмени, бульон, да, если они действительно кушали с бульоном. Семерка кубков – это не дихлофос точно, и это не курица. Давайте зададим вопрос так. Как отрава вообще попала в дом? Как отрава попала в дом семьи из села Красная Сопка, где погибло 4 детей 22 сентября 2024 года? Как отрава попала в дом семьи? Рыцарь Пентаклей принес, да, с собой, причем принес с собой, смотрите, действительно прячет, несет с собой что-то кругленькое, может быть, действительно какая-то таблетка или таблетки, да, медицинского характера, просто в очень большом количестве не содержались. Я не знаю, там делали вскрытие детям, не делали вскрытие. Вообще очень странная история на самом деле, да, почему до сих пор полиция и Следственный комитет не могут распознать, узнать, что там внутри организма у деток. Это же, наверное, элементарно все-таки, да, делается при вскрытии. Какая-то странная история, если честно. Рыцарь Пентаклей сам принес это домой. Откуда появилась отрава? Это принес рыцарь Пентаклей. Давайте зададим такой вопрос. Кто виновен в отравлении семьи в селе Красная Сопка Красноярского края? На ком лежит ответственность? Это кто-то из членов семьи? Нет, заблуждение. Это какие-то другие люди отравили всю семью из села Красная Сопка Красноярского края. Это какие-то другие люди. Да, карта сила 11-го старшего аркана. Это другие люди, друзья мои. Что-то еще связано с животными. Либо животных много у этих людей. Вот как, знаете, как скот держит, бывает, да, такое? И причем они где-то рядом совсем, где-то близко. 11-й старший аркан силы где-то совсем близко живут. Или как соседи, понимаете, или близкие родственники. У них много животных. Много скота, или они когда-то передавали этой семье животное какое-то. Вот здесь вот об этом речь, да? Давайте узнаем такой момент. Сколько человек должны нести ответственность за данное дело? Сколько человек должны нести ответственность за данное дело, где погибли 4 детей из села Красная Сопка? Сколько человек? Королева кубков. Королева кубков и рыцарь Пентаклей у нас вышел, да? Королева кубков, может быть, что-то передавала рыцарю Пентаклей. Давайте еще несколько карт вытянем. Сколько человек должны нести ответственность
за данное дело. Королева кубков как будто бы наслаждается процессом, рыцарь пентаклей все это приносит в дом к ним. Но если они были вхожи в дом, значит, это либо соседи, да, какие-то, которые могли быть вхожи в дом. Давайте поразмыслим немножко, да, логически. Либо это какие-то родственники ближайшие. Сколько человек должны нести ответственность за данное дело, где погибли 4 детей из села Красная Сопка? Сколько человек? Здесь женщина и мужчина, ощущение такое, да, 9 жезлов за высоким забором. За высоким забором. 9 жезлов. Все застопорилось за высоким забором. Или туда нет входа и выхода. За высоким забором в большом доме они проживают, да, мужчина и женщина. Еще последнюю карту вытянем. Сколько человек должны нести ответственность за данное дело, где погибли 4 детей? Туз кубков. Дом полная чаша. Здесь семья зажиточная. Зажиточная семья, у которых есть деньги, которые живут в большом доме. Находятся они недалеко, ну то есть находятся они в этом селе, либо недалеко от этого села, недалеко от этого поселка. Очень хорошо знают данную семью. Потому что 11-й старший аркан силы говорит о том, что они действительно вхожи в дом, они находятся где-то рядом, у них много скота, или они держат скот, да, или они когда-то передавали в руки этой семьи какое-то животное. 9 жезлов за высоким забором. Как знаете, хочется сказать коттедж, но не думаю, что там где-то есть коттеджи, да, но просто дом такой зажиточный, богатый, не такой, как у всех. Нужно подумать, да, вот здесь. Мужчина и женщина, я так понимаю, они проживают вместе. Женщина очень хорошо себя чувствует. Сейчас, по крайней мере, очень довольна результатом. Женщина с кубком. Женщина что-то передала. Могла передать что-то мужчине, какую-то отраву. Туз кубков, семья, полная чаша. Любят друг друга, но что-то пошло не так, видимо, да, какой-то был мотив для того, чтобы расправиться со всей семьей. Интересно, давайте дальше смотреть. Должны же мы докопаться до сути. Давайте узнаем теперь, кто эти люди. Мы выяснили то, что это не члены семьи, но вполне могли быть родственники, да. Кто эти люди, кто отравил всю семью из села Красная Сопка Красноярского края? Это их соседи, это их родственники, или просто знакомые. Кто эти люди, кто отравил всю семью? Это их соседи, это их родственники или их просто знакомые. Родственники нет. 14-й старший аркан умеренность. 3 жезлов. Это не просто знакомые, это соседи. Карта дьявола. Карта дьявола указывает главным образом на какую-то зависимость кого-то, одного человека от другого человека, да? Кого-то из соседей от других соседей. Что может быть в зависимости? Это алкоголь. Один муж пьет с другим мужем, и я не хочу, чтобы мой муж пил с другим мужем, да? Ну, то есть я не хочу, чтобы мой муж пил вообще в целом, да? Может быть, алкоголь, и хотели избавиться от всей семьи, потому что есть какая-то зависимость от алкоголя. Я не знаю, пьет этот мужчина или нет, который попал на госпитализацию, да? Но тем не менее здесь может быть несколько вариантов. Может быть вариант того, что кто-то кому-то был должен денег. Потому что дьявол – это аддикция, это зависимость. А еще такой вариант, что дьявол – это же сексуальный аспект, да? Кто-то кому-то изменил, возможно, да? Мужчина изменил женщине в семье, или женщина изменила своему мужчине. Вот я говорю сейчас конкретно про ту семью, у которой погибло 4 детей, да, вот там женщина могла изменить своему мужчине, там, соседом. Соседка очень из-за этого расстроилась, скажем так, да, мягко говоря, и решила всех порешать. Здесь был какой-то мотив, связанный вот с аддикцией, с привязанностью. Кто-то кому-то что-то должен мужа, должен денег, или я не хочу, чтобы мой муж пил вот с этим вот человеком, да, и поэтому здесь такая ситуация возникла не очень хорошая. Мотив мы сейчас еще посмотрим. Мотив какой был? Какой мотив был? Это соседи. Недалеко живут люди. Мотив тех людей, которые отравили всю семью из села Красная Сопка. Почему они решили отравить всю семью? Почему? 7 пентаклей за старые заслуги. Что-то старое вспомнили, да? 7 пентаклей. Что-то старое вспомнили или деньги какие-то должны. Кто-то кому-то должен был денег. Несмотря на то, что семья зажиточная, вполне возможно, они занимали у них деньги. Или те занимали деньги у этих, а они знали, что они не отдадут, понимаете? 7 пентаклей – старые долги, старые какие-то недоговоренности, какие-то старые дела. Вот, старое поменишь, глаз, вот говорят, да? Какой мотив? Король мечей. Ну, здесь какая-то была ругань, споры какие-то, распри были какие-то. Не могли что-то поделить. Императрица беременная. Мужчину не могли поделить, что ли? Да, мужчину. Половой орган мужской, да, туз жезлов. Друзья мои, рассказываю, теперь я немножко понимаю картину, да, мотив главным образом был на сексуальной почве, аддикция, теперь я понимаю, да. Старый должок, отдашь мне или не отдашь мне старый должок? Женщина, соседка, скорее всего, выяснила, что императрица, которая беременна, мама на 9 месяце, скорее всего, беременна от мужчины ее,
Главный мотив – это мужчина, король мечей. Мужчина мой, я его никому не отдам, ты беременна ребенком от моего мужчины. Вот здесь вот такая картина складывается, друзья. Это не родственники. Карта умеренная, спокойная карта. С родственниками все было спокойно, все было тихо, мирно. Тройка жезлов. Это не какие-то просто знакомые. Это старые знакомые соседи. Карта дьявола. Женщина главным образом хотела погубить всю семью, но мужчина здесь тоже причастен. Они муж и жена. Возможно, у них есть дети, мужчина тут причастен, принес отраву в дом. Каким образом он это сделал, да? Камер, я думаю, что нет в селе Красная Сопка. Я не думаю, что возможно каким-то образом узнать, да? Каким он образом это мог сделать. Но императрица здесь беременная женщина. И беременна она здесь не от своего мужа. То есть та женщина, которая чуть не погибла, она беременна не от своего мужа. Здесь можно только тест ДНК провести, да, когда она родит ребенка. Но здесь хотели избавиться и от супруги, и от ребенка, и от мужа, от всех подряд, да, из мести. В таком случае я хочу посмотреть, какие отношения были друг к другу вообще в этой семье, которая чуть вся не погибла, да. К сожалению, пострадали дети вот из-за вот этих взрослых разборок, скажем так. Какие отношения друг к другу были в семье из села Красная Сопка, где погибли 4 детей. Почему-то, по-моему, ни фамилию их не называют, ни имена не называют, нигде не видела. Какие отношения были друг к другу. Двойка мечей. Что-то встало на паузу, или давай возьмем паузу, или, возможно, дело даже доходило до развода. Двойка мечей, кстати говоря, это карта временного перемирия, потому что было очень много ссор, очень много каких-то разговоров, которые вели в никуда. Двойка мечей – это перемирие, это пауза. Тройка кубков. Кто-то гульнул. Я же говорю, да, здесь кто-то гульнул, и гульнула, скорее всего, женщина. 2 женщины, 1 мужчина. На 2 женщины, 1 мужчина, понимаете. Вот интересная, да, ситуация. Опять-таки повторюсь, да, взрослые люди, которые делят друг друга между собой, а страдают дети. Это неправильно. Какие отношения были друг к другу? 4 жезлов. Ой, друзья мои. Рассказываю. Здесь, как я уже сказала, двойка мечей – это карта паузы, да, затишья какого-то временного. То есть мы понимаем, что так или иначе семья ругалась, спорили о чем-то, да, выясняли какие-то отношения, была конфронтация у них, потому что муж о чем-то догадывался, вполне возможно. Здесь 9 мечей говорит о том, что я боюсь, женщина боится, что он догадается о том, что я сделала. Страхи у нее, да, тревоги. Тройка кубков – это карта гульнуть налево. Но здесь вообще сама по себе тройка кубков карта неплохая, если она не лежит рядом с негативными картами. Рядом с негативными картами она, соответственно, играет негативно, а не позитивно. Тройка кубков гульнуть налево, еще рядышком рыцарь кубков у нас, карта любовника. У меня есть любовник, женщина. 5 кубков, что же я наделала, да? Что же я наделала? У меня есть любовник, и я, соответственно, забеременела от любовника, от мужа вот той самой соседки, которая, соответственно, дала яду всем, да, всему этому семейству. 6 жезлов, я боюсь, что все останется в старых воспоминаниях, что все останется в хороших воспоминаниях, вся наша семья, наши дети и наше будущее. Здесь женщина боялась в семье чего-то. Очень сильно боялась, что муж узнает. В итоге бояться нужно было совершенно другого, как оказалось, да, как выяснилось, это не самое страшное. Все-таки хочу задать вопрос, я бы задала его, если бы действительно был несчастный случай по вине родителей, но все-таки я думаю, что нужно его задать. Это присутствовало ли халатное отношение к детям и антисанитария в этой семье? Я думаю, что это важно. Присутствовало ли халатное отношение, антисанитария в семье из села Красная Сопка, где погибло 4 детей? Присутствовало ли халатное отношение к детям и антисанитарии? Кто в лес, кто по дрова. Куда хочу, туда иду. Особо не следили за детьми. Карта тройка жезлов – это, ты посвящен себе, собственно говоря, да, целиком и полностью. Я никогда не спрашиваю, куда ты идешь, никогда не спрашиваю, во сколько ты возвращаешься. Такого в этой семье нет. Тройка жезлов – это я хочу идти своей дорогой. Или я выбираю свой собственный путь самостоятельно, без родителей. Но это не значит, что это халатные отношения. Многие родители поощряют самостоятельность своих детей, даже если ребенку 6-7 лет. В целом это нормально, да, в некоторых семьях. Присутствовали халатные отношения, антисанитария. Вот из-за того, что они ходили куда хотели по тройке жезлов, они рисковали очень, да, двойка жезлов. Либо в какую-то историю постоянно втягивали их сверстники, общались с не очень хорошей компанией, вполне возможно, да, двойка жезлов еще может об этом говорить. Двойка жезлов – это риск, карта риска, карта соблазна, но в то же время карта риска. Присутствовали халатные отношения. Десятка кубков в целом они их любили, как я уже сказала. Есть такие родители, которые поощряют то, что дети их самостоятельные, то, что они общаются с тем, с кем хотят, и в целом родители считают это нормально. Присутствовали халатные отношения, не могу сказать, что это халатные отношения, в целом двойка кубков они их любили,
Десятка кубков тоже говорит о каких-то семейных отношениях, о семейных ценностях, но тем не менее, вот видите, вот получилось, что мама решила гульнуть. Получилось, как говорится. Детей любили. Найдут ли истинную причину отравления семьи? Найдут ли истинную причину отравления семьи из села Красная Солка Красноярского края? Найдут ли истинную причину отравления, да или нет? Ну, как обычно у нас, да, семерка кубков либо не хотят, либо денег заплатили. Скорее всего, у тех, кто это сделал, были деньги, или, возможно, есть какие-то связи, потому что иначе люди на такое не идут, как правило, связи в полиции, в Следственном комитете и в других определенных органах. Дают власть этим людям, которые совершают определенные поступки, столь опрометчивые поступки преступного характера, да. Семерка кубков это не найдут, ввести в заблуждение. Снова какая-то ерунда, да, вот, возможно, про этот дихлофос, версия, за которой они зацепились, тем более село, кто там будет особо что искать, друзья мои. Семерка кубков это карта несправедливости, иллюзии, обмана. Не найдут настоящую причину отравления всей семьи. Как там не найти, вот скажите мне, да, если это действительно был яд какой-то, который попал в еду, каким образом он растворился у них так быстро в организме, и что сейчас с детьми вообще происходит, мне интересно, да, давайте уточним этот вопрос, что с телами детей вообще, будут их скрывать, не будут, почему об этом молчат вообще, почему нас кормят одними и теми же новостями. Вот если вы видели вот новости об этой семье, да, об этом отравлении, одни и те же новости. Вот дихлофос, пельмени. Такое ощущение, как будто больше копать негде. Очень интересная история, конечно. Да, найдут, не найдут, нет, повешенная карта. Жертвы оказались дети во всей этой истории со взрослыми людьми, да, со взрослыми недомолвками какими-то. Карта повешенные не найдут настоящего виновника, настоящую причину. Что с телами детей сейчас? Возможно, странный вопрос, но тем не менее у нас все может быть, друзья. Могут отправить на органы, еще куда-то. Да все что угодно вообще может быть. Что сейчас с телами детей? Определенного момента ждут. Какого момента они ждут? Паж кубков, восьмерка мечей. Ну, хотят все-таки, да, как-то либо сделать вид, хотят, что их просмотрел патологоанатом, судмедэксперт, вернее, да, все-таки это больше дело попахивает криминалом. Если, конечно, будет их вообще рассматривать судмедэксперт, скорее всего, патологоанатом просто посмотрит или сделают вид, что посмотрели. Тут паж кубков конкретно дети, да, детей изображает у нас карта. Карта отшельника, пока все встало, пока медлят или пока дети лежат, да, там в морге, я думаю, что в определенном месте. Двойка жезлов пока думают, что делать. Или ждут определенного момента или определенного приказа, что делать с этими телами. Восьмерка мечей вот как-то разделить. Или действительно разделить для того, чтобы что-то забрать у детей, да? Но я не вижу здесь этого, друзья. Давайте не будем тут иронизировать. И восьмерка мечей это карта все-таки того, что их рассмотрит или посмотрит патологоанатом, но не так, как нужно. Потому что все замяли или замнут тогда, когда вот будет нужно, да? Потому что все покупается, у нас продается, к сожалению. А я не вижу здесь, что посадить того человека, которого нужно посадить. Такое тоже одно из нераскрытых преступлений, скажем так. Найдут ли настоящих злоумышленников? Найдут ли настоящих злоумышленников в этом деле? Об отравлении пельменями всей семьи в Красноярском крае. Найдут ли настоящих злоумышленников? Нет? Девятка жезлов за высоким забором. Я же говорю, либо деньги есть хорошие, либо связи есть хорошие. Высокий забор это не только сам по себе высокий забор, да, но это еще и хорошие связи. У тех людей, кто скрыл следы, замел следы, возможно, заплатил кому-то, да, нет, никогда не найдут. Девятка все встала на месте. Как скоро, я даже смотреть не буду, потому что, смысла в этом нет. 11-й стаж Аркан Сила, он у нас уже выходил на тех людей, которые как раз-таки совершили это преступление. 11-й стаж Аркан Сила, мужчина под женщиной. Вот здесь вот карту эту можно так интерпретировать. Мужчина, который сходил налево, женщина его все равно любит, и мужчина понимает, что он не хочет этого ребенка, которым забеременела как раз-таки вот супруга, которую госпитализировали, да, у которой погибло 4 детей. И здесь вот либо они скот держат, либо эта женщина держит этого мужчину как скот, да, простите меня за выражение, но есть такие мужчины, тюфяки, которые полностью под женщинами, полностью под каблуком, да, и у них в целом сейчас все нормально, мир, гармония и красота. Те люди, которые это сделали, имеют хорошие связи, деньги. Село Красная Сопка, соседи либо недалеко там живут, либо в соседнем селе, может быть, живут, но они друг друга знают хорошо, друзья мои. Это были все вопросы по именно этому делу. Пишите, пожалуйста, свои вопросы, задавайте в комментариях. Возможно, мы сделаем шорт-видео по самым интересным вопросам, которые вы нам озвучите. Заходите в наш открытый телеграм-чат, где мы общаемся на тему новых будущих раскладов. И, возможно, именно ваша предложенная тема для расклада будет актуальной для нас, и мы сделаем видеорасклад на канале Энергия Таро. Друзья мои, заказывайте личный расклад, обряд, обучение на картах Таро. Напоминаю, что у меня есть 2 готовых курса, и в середине октября месяца выйдет курс по райдеру Уэйту. И я вас очень люблю, и до новых встреч!